Всем привет, ребят, вы на канале Margulis Channel. Мы продолжаем сегодня проходить 4-й Silent Hill. Собственно, я расставил свечи по всему дому, которые я собирал на предыдущих локациях, потому что я задолбался получать урон. Взял с собой в инвентарь этот меч, чтобы придавить призрака в следующей локации. Патроны, пистолеты, ну в общем все как обычно. Ладно, погнали. Мы лезем в локацию с тюрьмой, которая вращается и все такое. Погнали. Все, тетя с нами, все окей. Не знаю, сколько у тети жизни еще осталось, но будем надеяться, что мы ее будем немножко оберегать. Погнали. Подождем. Женщины такие медлительные. Ну, наконец. Так, мы находимся. Угу. Это получается, я нахожусь на самом верху. Не туда. Не та дырка. И чё? Ну загрузка. Подожди. Значит, меч я взял для того, чтобы прижать там призрака и получить с него квестовый предмет. Он как раз вверх вот этой водонапорной башни или что-то такое, откуда стекает вода, работает генератор. Генератор уже работает. Комнаты уже повернуты как надо. Поэтому мы двигаем вниз, осматриваем все, что у нас. А что это он уже тут? Этот чувак вот очень сильно дамажит, кстати сказать. Так что лучше рядом с ним не находиться. Женщину мы оставили, наверное, надеюсь, внизу. Да. Чтобы она тупо не мешалась. Я так понимаю, за мной бежит как раз этот крендель. Баба осталась там. Ай-яй. Блин, вот я не вижу этих чуваков. Можно было, конечно, спуститься. Ладно, погнали. С 3-го этажа начинаем обследовать все, что нам нужно. Карта. Угу. Придется всех перебить, чтобы вот эту бумажечку взять. У меня неприятности. Я стоял перед комнатой наблюдения и вопил так громко, как только мог, но никто не пришел. Очень познавательно. Здорово. Ай-яй. Блин, вот лупят они. Тихо, сейчас встанет. Давим. И еще. Так, вот я, по-моему, пропустил одну комнату, да? Нет. Уходим. Следующая. Патроны. Патроны — это хорошо. Да, конечно, берем. На полу лежит одежда. Больше ничего. Так, давай-ка, наверное, отхилимся чуть-чуть. А то так дела не делаются.
Читать, что есть? Видимо, нет. Окей. Ладно. Отсюда мы будем спускаться в самый низ. Но это после. Или отсюда. Я вот не помню. Будем вспоминать, что делать. Так, тут у нас свечка. Это хорошо. Помогает от призраков в квартире. Теперь будет выглядеть, будто я сплю. А? Это были шаги? Видели ли меня? Так, давай-ка мы, наверное. И придаем. А то что-то патронов многовато, как бы я тут экономлю всех дел. Ну, тут брать нечего. Тут только призраки, как бы оно. Херня, как бы. Бесполезная комната. Так, сейчас я вспомню по карте. Нет, нам нужно наверх, где вот у нас льется вода. Там мы дальше не запрыгнем. Хотя, в принципе, можно попробовать. Вдруг что-нибудь найдется полезного. Патрон. Ну, как говорится, Бог дал, Бог взял. Окей. Так, давай дальше. Это дневник. Я все время следил за глазком комнаты наблюдения, и иногда он там. Я точно могу сказать, потому что вижу движение тени или слышу его шаги. Окей. Так. Угу. Тихо, тихо, тихо. Спокойно, тетя. Иногда они нападают, да, с самого, блин, неожиданного места. Так, тут у нас баночки, в принципе, ничего такого полезного. Но я планирую прям все комнатушки обойти. Эй, дави и это дави. Дави, дави слизня, дави слизня. Не раздавил вам. Так, замок сломан. Подожди, а я был вот в этой комнате? Да. Любому в этих комнатушках есть что-то интересное. Сломан. Воу-воу-воу-воу-воу. Цечку охота поднять. Прям охота вот в доме от всех духов избавиться, они мне мешают. Там еще осталась парочка. Там еще осталось немножечко. На бумаге что-то написано. Я написал в штаны, надо их постирать, чтобы никто не узнал. Но это я видел уже. Спасибо. Погнали дальше. Да сколько же вас, а? Так, патронов не напасет, все. На этих тетенек. Правда, их до хрена что-то. Сломан. Тоже. Тоже сломан. Так, ну я отсюда пришел. Как-то. Так, а прыгать. Прыгать нам получается, слушай, а что, никак не прыгнуть теперь? Там сквозная должна быть. Комнатушка. Если нет, тогда придется во внешнее кольцо выходить. Замка этого.
Нет, слушай, никак. Да, здесь, ну, здесь не должна быть дыра. Да, тут просто кровавая комната и все. Ну, хорошо, что тут вращать ничего не надо, слава богу. Так, ладно, пойдем тогда во внешнее кольцо L. А тогда во внешнее кольцо мы выйдем. Поднимемся тогда. Эй, ребят, ну что ж такое? Что-то урон получаю вовсю. Так, ладно, прыгаем сейчас в самый низ. Самый низ и, по идее, на первый этаж. Или на первый, или в подвал. Куда-то туда. Вроде здесь. Да. Прыгаем. Ну и давай еще разок. Обошел я, в принципе, второй этаж, и надо обойти бы первый. Ладно, да. Ну, значит, на первый мы попадем из подвала. Мочим этих всех чертей. Тихо. Ну, потихонечку, аккуратненько. Чтобы ни одна падла не задамажила. Надо бы, чтобы тут чисто было. Чтобы чисто было. Давай зайдем сюда. Может быть. Угу. Это рубашка, на которой что-то написано воском. Взять рубашку. Да. Эту рубашку мы будем стирать у себя дома. Когда вернемся из путешествия. Так, у нас получается. Угу. Это уж при возможности мы тут постирушки будем устраивать. По идее, здесь комната глухая. Тихо. Берем. Ну, я думаю, сразу же можно отхилиться. Потому что что-то жизни у меня не очень много. Так, еще медальон. Медальончик. Да. Все, по идее, последний предмет. Больше я взять, утащить не смогу с собой. Подняться на первый этаж, посмотреть, что там есть вообще. Ну, в смысле, в смотровые комнаты. Оглядеться в смотровой комнате, что у нас есть. Может быть, что-то добавилось волшебного. Подняться. А, блин, у меня места нету. Придется идти выкладывать. Потом возвращаться обратно. Так, а вернуться я, получается... Давай. Ай, блин, мне и патроны не взять. По-моему, вот здесь выход. Да, только мне наверх. Там потому что призрак ходит. Давай еще мы, наверное, отхилимся. Бля. Невредно записанная записка. Чтобы попасть в смотровые комнаты, в центре этого комплекса необходимо использовать желоба для сбора трупов в камерах. Однако на первом и втором этажах эти камеры заперты, для того, чтобы дети их не нашли. Поэтому нужно попасть на первый этаж из одной камеры на третьем этаже. Я знаю, как это сделать, но это очень сложно. Кроме того, освещение работает только на третьем этаже. Ну, спасибо, Кэп, как говорится. Давай, возвращаемся. Сейчас мы тут свечек понаставим дома.
Wake up, детка. Так, вот там пацан малой стоит. Веточку сюда. Антигеморроем. Так, медальон можно выложить. Ну, в принципе, тут все уже чистая комната. Без всякого дерьма на трусах. Кстати, вот. Еще какая-то записулька. Классный клочок бумаги. Я собираюсь обобщить все, что мне удалось узнать о Уолтере Салливане. Он родился прямо здесь, в квартире 302, Саут Эшфилд Хайтс. Родители бросили его вскоре после того и куда-то исчезли, оставив ребенка одного. Его нашли и отправили в больницу Святого Джерома. Его установили в доме желаний сиротском приюте в лесу около Салент-Хилла, которым управляет тайный религиозный культ Салент-Хилла. Когда ему было 6 лет, кто-то из культа показал ему, где он родился. С тех пор он уверовал, что сама квартира 302, другими словами, эта квартира была его матерью. Каждую неделю он приезжал из приюта в Саут Эшфилд Хайтс. Это весьма длинное путешествие для ребенка его возраста. Иногда он ездил на метро, иногда на автобусе. Я устал, головная боль меня уже убивает. Остальное я напишу завтра, 28 числа. Так, что-то вот тут мне то ли дамажит, то ли что-то такое. Я не пойму. Он мне урон-то сейчас наносил. Так, все. Вот сюда мы светечку воткнем геморроем. Так, выкладываем медальон. Вкладываем медальон за ненадобностью. Сейчас рубашку мы постираем в ванне. И в принципе все. Иван. Постоянно мяукает, блин. Я вроде от всех призраков избавился, разве нет? Я намочил рубашку заключенного в луже крови, а я вижу, как на ней появляются белые буквы. Моя комната на 2-м этаже, и мне пришлось пить что-то с чем-то черным внутри. И я спрятал меч с треугольной рукояткой под своей кроватью. Тот парень-толстяк забрал ключ из подвала. В следующий раз я проткну эту свинью мечом и заберу ключ. То есть на 2-м этаже он спрятал меч с треугольной рукояткой. Ну, то есть это как раз меч против призраков. Его надо где-то искать под кроватью. Тот парень, толстяк, забрал ключ от подвала. Ну, то есть жертва какой-то 18-121, по-моему. Его надо замочить, и у него будет ключ от подвала. И вот как бы и все. Так, окей. По идее все, мы должны вернуться только назад. Инвентарь. Ну, более-менее чисто. Погнали дальше. Залезаем. Залезаем, пролезаем. Так, это ход у нас на улицу. Это у нас... Что за ход такой? Первый этаж, да, насколько я понимаю? Да, как раз он мне нужен. Хотя... Давай-ка мы вот это дело, да, возьмем. Отхилимся сразу. Потом... вернемся на смотровую. Оу. Придется с призраком биться. Хотя, по-моему, пока не обязательно. Вот сюда надо. Нет. Там уже наша альтер-эго давно носится.
Слушай, а как же я, блин, на первый этаж-то попал? Давай спустимся по лестнице. Лабиринты? Лабиринты? Ах ты, падла. По идее, где-то здесь. Да, вот оно. Нет, ладно. Как бы я сюда не собирался. Аккуратно. Противный, для чего сволочи? Сейчас на самый верх заберемся. Я думаю, там что-то есть. Да твою же мать. Так, еще выше. Да? Это какой у нас? Второй, по-моему, этаж. Все, третий. Опа. И такое. Кожаная дубинка. Легкая кожаная дубинка только для Эли. Ну, хорошо. Че? Возьмем тетеньки оружие. Слушай, а мы можем его сразу поставить? Нет, нельзя. Нет, никак. Надо прям рядом с бабой стоять. Так, сейчас еще по внешнему кругу надо будет спуститься на первый этаж. Ай ты, блядь. Ой, вот все собрал. Весь урон. Где у нас первый этаж? О, ты уже тут. Я так понимаю, он будет за нами все локации теперь летать, раз его показали. Давай, мужик, ты где? Блять, вот нападает из-под тишка. Оба отъехали. Ладно, окей. Так, тогда топаем. Повторяем попыточку. Тут я все собрал. Где-то тут это падла тусуется. Давай сейчас оружие для этой бабы возьмем. Приходится их, блин, методично прям выкатывать. Все, погнали. Поднимаемся на самый верх. Ну, действия те же. Да, блядь, ну возьми ты эту херню. Все. Еще ниже. Это сразу же. А то они мне пройти не дадут нормально. По-моему, их было меньше. Если я не ошибаюсь. Так, это у нас получается, нет, на улицу. Нет, не на улицу. Тут я был. Вот здесь. Бля, ни хрена у него атаки. Не знал. Раньше призраки так не действовали. Бля, он сносит прилично. Где он?
пистолета его не завалить. Понятно. Так, тогда придется домой вернуться и взять одну забавнейшую мульку. Да, где-то он уже тут. Надо шибить. Ты не видишь же, куда бежишь. Отсюда проблема. Все, наконец. Мы сейчас тогда возьмем пистолет с серебряной пулей. И этого чувака загасим. Так вот, я не знаю, в револьвер его вставлять или в обычный пистолет. Опять. Ну, блин, дает. Ладно. Так, да что ж. Оружие. Это мы выкладываем. Револьвер Ричард. Так, получится ли у нас зарядить? Нет. Давай револьвер возьмем. Тоже на 6 патронов, кстати сказать. А, блядь. А он типа что, не может перезаряжаться, что ли? Я посмотрим, как себя револьвер ведет в другом, ну, в смысле, в альтернативном мире. Может быть, там его можно перезарядить. Все. Одной пулей я его зарядил, поэтому у меня только одна, по сути, попытка, но будем действовать. Так, он у нас, где-то он тут у нас внизу шарохался. Мужчина этот. Раз уже он на нас нападает, будем отбиваться. Надеюсь, он где-то рядом. Нет его тут. А где он? Ладно, тогда если его сейчас не будет, хотя бы мы это какого? Мы обследуем первый этаж. Вот он. Тихо, тихо, тихо. Мужчина. Ах ты, падла. Где он? И сразу же ему вдогоночку. Опа! Все. Пригвоздили. Я сделал ключ от генераторной водной тюрьмы. Все, отлично. Теперь проще. Это мы заряжаем. Это берем с собой. И погнали
Обойдем первый этаж. Так, нет. Как у нас на первый этаж-то попасть? Ну, патроны мы здесь возьмем однозначно. Нет, не отсюда, по-моему. Значит, вот так попадем. Нет, по-моему. Тут чисто, да, мы до генератора добираемся и все. Как же на первый этаж-то попасть? По идее, у нас второй обследованный. Весь. Этот мужчина уже не встанет. Никогда. Мешать он не будет. Первый этаж надо обойти в поисках этого. В поисках меча. Нет, по-моему. Здесь я уже был. Суки. Да что ж такое-то? Что-то дамаг, урон. Блин, от мелочи же урон. Подожди, я вот отсюда смогу попасть? На улицу бы мне надо. А, вот он, первый этаж. Че, мозги тут делают? Так, вот эти штуки меня не дамажат, уже хорошо. Да, берем напиток, сразу же хилимся, чтобы он инвентарь не занимал. Зевает. Там что-то писалось, кстати, про кровать. Так, давим, ребята, побыстрее, чтобы они не встали. А где третий? Ладно, третьего нет. Ломан. Свечка. Это обязательно. Давайте бери. Что-то написано. Мне надоело, что за мной следят. Это женщины всячески стоят, пальцем на меня показывают. Ну тут меча никакого пока нету. Так, бам-бам-бам. Давай-ка. Покойник. Если это, конечно, непонятно какого пола. Много патронов выпустил. Поднимайся. И вот здесь еще одного. Так, где же у них меч валяется? Он явно пригодится. Надпись хотя бы похож на детский каракуль. За мной следят из центральной комнаты. Ну, понятно. Кто-то прошелся. И зевает. Кто-то до сих пор следит, хотя по идее я призрака замочил тут. Кроме слизней, по сути, никого не осталось. Патрон. Ну, возьмем, конечно. Что-то мне сдается, надо... Блин, а где же он тогда?
Да, вернемся домой. Выложим все из инвентаря лишнее, что место не занимало. Надо будет взять, я думаю, побольше патронов. Револьвер, допустим, выложить, еще что-то посмотреть. Кстати, надо будет еще там свечку зажечь. Стенка грязненькая немножко становится. Вот. Одна. Тихо. А что ты не можешь здесь поставить? Молодой чемодан. Так дела не делаются. Так, еще надо к тому же будет идти за телкой. Блин, тут опять беспредел какой-то. У меня на всех свечей не хватает. Причем жестко. Так, револьвер выкладываем. Нет, пули для револьвера нет. Вот так мы возьмем. Ну и по идее все. Полезли. Давай еще раз тогда, наверное, пройдемся по второму этажу. Вот здесь можно спуститься. Если это у нас третий этаж. Нет, это первый. Это первый. Надо на второй. Ой, сколько фигни всякой. Тоже не то. Так, это у нас получается вверх. Там мы поднимаемся. Нет. Тут вверх, тут вниз. Блин, я просто запутался уже. По идее, с третьего этажа мы должны попасть. Так, это улица. Давай туда вот так. Там уже чувак бегает. Уже и с пистолетом. Поднимаемся. Это первый. Это второй. Проверяем. Блин, это третий. Значит, отсюда, значит, спрыгнем на второй. Раз, два. Где-то тут, да. Ох уж эти лабиринты. Ох уж у меня эти лабиринты. Блин, да как попасть-то сюда, а? Давай еще. Надо было бежать, наверное. Снова через крышу. Только тупо войти, блин, на второй этаж, да и все. Путают сволочи, как хотят. Так, снова я тут. Поднимаемся на самый верх. Вот сюда. Вот в эту дверь. Так, раз.
Первый этаж. Второй. Чувак жестко преследует, прям я смотрю. Так, я на втором. Блин, ты на третьем. Тогда ниже. Спускаемся. Второй, наконец. Так, давай еще раз посмотрим. Какой-то странный меч, ну наконец. Славьте яйца, а. Так, идем за бабенцей своей. Она у нас наверху на самом. Ребят, чтоб не мешались. Поднимаемся выше. Еще выше. И теперь забираем бабу. Надо только найти ее. Вот она. Вставать-то будешь? Она тут загрустила. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Тетка, пошли. Пошли. Не знаю, сколько она без меня тут урона. Блять. Вот он очень тут не вовремя встал. Все, надеюсь, прокатит. Все, пошли. Блин, этот чел, он прям по пятам за нами идет. И снимает у меня нахрен пол хп. Женщина, ну давай быстрее. Блин. Наверное, драться с ним бесполезно. Сейчас мы, чувствую, тут оба ляжем. А где она? Где баба-то? Бля, да вы серьезно? Вон он. Чувак, ну давай быстрей. Тетка, бля. Чё так все плохо-то? Все, он ее замочил. Давай заново. Так. Двигаем на второй этаж. Берем меч. С бабой вообще неудобно играть, конечно. Еще этот чувак, блин, постоянно. Получается почти в первой же комнатушке, да? Да, с банками. Все, взял я меч. Я вот думаю, как же все-таки, блин, ему люлей-то навалять, чтобы он не мешался. Эти жуки тут. Слушай, а давай, наверное, так вот пройдем по верху. Вот он, сука, стоит уже тут. Как он легко тут оказывается, а? То он наверху, то внизу. Творит, что хочет. Ну давай ты. Пытаешься все по-быстрому сделать, но ни хрена. По крайней мере, он должен быть, по идее, вот здесь прям.
Он бабаль. Вставай. Ну вставайте. Блять. Просто тонна урона. Пошли. Все, тут же валим. Все, побежали, побежали. Хреново, что баба, блин, не умеет по лестницам бегать. Отсюда вся проблема с перемещением. Ее сейчас придется до генератора не тащить. Женщина. Не обращаем внимания. Я устала, говорит. А я, блядь, не устал. Погнали, тебя сейчас догонят. Так, я и оружие-то. Подожди. Что-то. Все. Я ей плетку дал. По идее, это получше должно быть оружие. Давай, давай, женщина, ну. Ее еще получается вниз до самого упора тащить. Женщина, ну быстрее. Сразу минус. Иди сюда. Посвидули. Мне кажется, или она более кроваво выглядит. Баба, ну давай быстрее. Крути, женщина. Одна возня. Так. Все, мы теперь двигаем по внутреннему кругу. Аккуратненько, не деформируя. Только не говори, что ты их боишься. Короче, в этом случае лучше аккуратно пройти. По идее, если он в нее один раз попал, и она сразу же почти подохла, то тетке жить осталось 2 понедельника. Хреново, что я ее не отхилить не могу, ничего такого. До свидания, мужчина. Правильнее бы, наверное, я только сейчас как додумался до этого, правильнее было бы ее, наверное, в какой-нибудь комнате оставить, чтобы она не так дамаг принимала. Походу он ее на самом верху сильно покоцал. Давай здесь по кругу обойдем. Посмотрим, может хилы какие-то есть. Да. Нам бы обоим не помешало хорошенько похилиться, мать его. Вот, аптечка. Тихо, бери. Так, ну...
Давай тогда я вернусь. Вернусь домой. Надо что-то выкладывать. Меч, допустим. Или еще что-то. Тут до конца левела-то осталось, блин, ерунда вообще. Тихо, там пятно. Но аптечку я обязательно возьму. Так, дубинка, лист. Лист выкладываем. Потом вот это выкладываем. Ну, вот так, наверное. Должно хватить места, я имею в виду. Сложно то как, а? Просто, ну, хоть ты урон получаешь в своей комнате, ты урон получаешь во внешнем мире. У тебя еще и за бабой надо смотреть, которая тоже урон получает. Просто на ровном месте. Так. Кстати, кишка прямо из метро, вот она такая же была. Давай попробуем. Нет, я только себя отхилю. Ладно. Все, по идее, нам только вот отсюда выйти и все. Где баба? Я так понимаю, то, что она до хрена урона получила, она теперь еле ходит. О, вот это попадос. Быстрей. Добиваем. Всех пока не встали. Ну, на последнюю я не успел. Ну и тут все. Инвалидушка моя доковыляла. Все. Все. Слушай, а я там случайно каких-нибудь хилочков не завалялась в углу? Очень пригодилось. Хотя у меня почти полное здоровье. А эта комната была раньше, ну, дверь была очень большой. Прям гигантская. Все, уровень пройден. И это было сложно. Потому что баба еле идет. Потому что, блин, дамаг со всех сторон. Еще и чувак за тобой носится. Жуть какая. Так, у нас... Да, особо лишних предметов-то нет. Так чисто сохраниться, сбегать. Давай, наверное, сохранимся. Ребят, мы будем эту серию заканчивать. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Всем удачи и пока.